К истории эволюции человека канал «Эпоха динозавров» обращался уже несколько раз. Но вместить информацию о далеких предках и родственниках людей в хронометраж наших выпусков просто невозможно. Да и наука не стоит на месте. В различных источниках регулярно публикуются новые данные о происхождении и развитии людей, от древних приматов до человека разумного. Поэтому мы начинаем новый цикл, в котором расскажем о новых интересных фактах и последних научных открытиях, связанных с появлением и расселением человечества по планете. В этот раз начать новый цикл об эволюции человека мы решили не с примитивных обезьяноподобных существ, а с уже почти людей – австралопитеков. Конечно, по уровню развития они были намного ближе к современным человекообразным обезьянам. Но именно австралопитеки на данный момент считаются прямыми предками всех последующих видов людей. В этом выпуске мы расскажем об истории их открытия, особенностях строения и поведения, а также интересных открытиях, сделанных в последние годы. Несмотря на то, что на территории Германии были обнаружены два зуба возрастом около 10 миллионов лет, похожие на зубы австралопитеков, их родиной считается Африка. Австралопитеки появились на востоке континента примерно 4,2 миллиона лет назад, а затем расселились по всей его территории. Окончательно вымерли они около 1,8 миллиона лет назад. Сейчас ученые насчитывают более 10 родов этих гоминид, и еще на данный момент предложено выделить в отдельные роды еще 2 разновидности. Эволюционные пути австралопитеков и людей разошлись примерно 3 миллиона лет назад. Пока точно неизвестно, какой из видов австралопитеков дал начало этой ветви развития. Но уже сейчас ученые сообщают, что в их ДНК присутствовали цепочки белков, кодирующихся геном, отвечающим за увеличение длины нейронов в мозге и повышение их активности. В дальнейшем эта мутация сыграла важную роль в появлении около 2 миллионов лет назад первых представителей рода Homo, в частности Homo habilis или человека умелого. Первым описанным австралопитеком стал знаменитый ребенок из Таунга. Его череп обнаружили в каменоломне на территории Южной Африки в 1924 году. На момент смерти детенышу было от 3 до 6 лет. Описал его австралийский антрополог Раймонд Дарт, который в это время преподавал анатомию в одном из учебных заведений Йоханнесбурга. Ученый отметил, что клыки этого существа были очень маленькими по сравнению с клыками всех современных человекообразных обезьян. Скорее, по своим размерам они напоминали аналогичные зубы людей. Также из-за смещенного вперед большого затылочного отверстия Дарт предположил, что этот древний примат был прямоходящим. В распоряжении исследователя была лицевая часть черепа, нижняя челюсть и окаменевший слепок мозга. Ученый назвал открытое им существо Австралопитекус африканус, что означает «южная обезьяна африканская». О своем открытии Раймонд Дарт написал в авторитетном научном журнале Nature.
но официальное научное сообщество не признавало его еще около 2 десятков лет. Многие ученые считали исследователя выскочкой и возмущались тем, что публикация в журнале была сделана в обход различных научных учреждений. В то время считалось, что эволюция наших предков в первую очередь была связана с увеличением объема мозга. Остальные трансформации тела были лишь следствием роста головного мозга. У найденного же образца мозг был не больше, чем у современных обезьян. Да и прародину человечества ученые начала 20 века искали не в Африке, а в Евразии. Также интересно, что поблизости от останков ребенка из Таунга не было обнаружено костей или прочих следов других австралопитеков. Следующие находки, связанные с этим видом, были сделаны спустя несколько лет на достаточно большом удалении от каменоломни, где проводил свои изыскания Дарт. Наиболее достоверным на сегодняшний день объяснением этого факта считается то, что детеныш австралопитека стал жертвой хищной птицы или другого плотоядного животного. В целом, понятие австралопитеки относится как к большой группе древних гоминид, так и к одному из их родов. Для удобства классификации ученые разделили всех известных австралопитеков на 3 большие группы: ранние, грацильные, массивные. К ранним австралопитекам относятся ранние приматы, которые еще не являются австралопитеками в полном смысле этого слова. Они существовали в период с 7 до 3,9 миллиона лет назад. Грацильные австралопитеки названы так из-за своего телосложения. Они не отличались большими размерами и обитали в Африке с 3,9 до 1,8 миллиона лет назад. Один из родов грацильных австралопитеков стал предком всех видов людей. Для 3 родов массивных австралопитеков есть отдельное название – парантропы. Они появились более 2,5 миллионов и вымерли примерно 900 тысяч лет назад. По строению австралопитеки схожи с человеком, прежде всего отсутствием крупных клыков и слабо развитыми челюстями. Их кисти были снабжены развитыми большими пальцами и были превосходно приспособлены для хватания. Опорная стопа и строение таза говорят о том, что австралопитекам было вполне удобно перемещаться на 2 ногах. Проживали австралопитеки в саваннах. Большинство видов были всеядными, но некоторые придерживались исключительно вегетарианской диеты. Основу рациона составляли фрукты, овощи, клубни, небольшие ящерицы. Один из видов активно потреблял орехи и семена, но большая часть австралопитеков предпочитала мягкую пищу. Доказано, что как минимум 3 вида питались мясом. Есть мнение, что они не брезговали падалью, доедая за крупными хищниками или отгоняя от добычи мелких. Также ученые обнаружили кости животных, на которых, предположительно, имеются следы от каких-то примитивных инструментов. Жили они небольшими группами, которые в основном состояли из самцов. Они активно взаимодействовали для добычи пропитания и защиты группы от опасностей. Внутри групп процветало своеобразное многоженство, когда один самец
спаривался с несколькими самками. Причем подросшие детеныши мужского пола оставались жить со своей группой, а молодые самки переходят в другую стаю. Такая же социальная структура наблюдается в стаях современных шимпанзе. Если у современных людей мужчины в среднем крупнее женщин на 15%, то у австралопитеков самцы были крупнее самок по росту и весу примерно в 1,5 раза. Среди ученых даже бытует мнение, что останки, отнесенные к массивным видам, принадлежат самцам, а все грацильные виды просто были самками. Даже при таком половом диморфизме максимальный рост австралопитеков составлял 120-140 сантиметров. В целом, пропорции тела австралопитеков были приближены к современным бонобо. Также с обезьянами их сближало наличие достаточно густой шерсти по всему телу. Нет никаких доказательств того, что австралопитеки строили какие-то постоянные или долговременные укрытия. Скорее всего, они, подобно все тем же шимпанзе, могли ночевать на деревьях и даже сооружать временные гнезда. Сначала ученые думали, что австралопитеки жили в пещерах, где их кости и обнаружили. Но более детальное изучение этих останков показало, что все эти гоминиды стали жертвами хищников, которые как раз и жили в пещерах. Также некоторые австралопитеки, вроде найденных в пещере Малапа, представителей рода Сидиба, погибли в пещерах по другим причинам. Эти поздние австралопитеки, судя по всему, погибли, свалившись в трещину в дне пещеры. Жизнь этих примитивных гоминид была полна трудностей и опасностей. Угрозу для них представляли не только хищные животные, особенно крупные кошачьи, но и некоторые виды травоядных. В среднем они доживали до 20, реже 30 лет. Прожить даже 40 лет для австралопитека было огромной удачей. Вероятно, самым известным австралопитеком является самка афарского австралопитека по имени Люси. Обнаружили ее останки в 1974 году в Хадаре на территории Эфиопии. Это оказался наиболее полный скелет, попавший в руки ученых на тот момент. Кости Люси были разбросаны на очень небольшом участке и неплохо сохранились. Их возраст составляет примерно 3,2 миллиона лет. По характеру повреждений ученые предположили, что погибла она, сорвавшись с дерева. Эта находка позволила исследователям подтвердить предположение, что австралопитеки на самом деле были прямоходящими существами. Конечно, более ранние разновидности периодически ходили с опорой на передние конечности, как это делают современные гориллы. Если все упростить, то реконструкция скелета Люси показала, что австралопитеки обладали практически обезьяньей головой и почти человеческим телом. Сейчас самым полным скелетом австралопитека считается образец по прозвищу «маленькая стопа». Первые его части обнаружили в 1978 году в пещере Сильверберг, но посчитали, что это останки мартышки. Повторное исследование находки было проведено в 1994 году, и выяснилось, что это останки австралопитека. С тех пор раскопки возобновились.
Правда, описание всего скелета на сегодняшний день еще не опубликовано. Самым поздним из обнаруженных австралопитеков является род Седиба. Они жили на нашей планете около 2 миллионов лет назад. Описали их в 2010 году по 2 скелетам из пещеры Малаба в Южной Африке. По строению челюстей и черепа, а также тазовых костей, они еще ближе к людям, чем та же Люси. Но размер мозга остался на прежнем уровне. Также австралопитеков Седиба отличали длинные руки и короткие ноги. Именно их сейчас считают наиболее вероятными предками людей. Но недавняя находка на стоянке Леди Герару в Эфиопии показала, что в истории эволюции людей и австралопитеков не все так однозначно. Из культурных слоев возрастом от 2,6 до 2,8 миллионов лет было извлечено 13 зубов и часть нижней челюсти. Причем часть из них ученые определили как зубы ранее неизвестного австралопитека, а остальные явно принадлежали представителям рода Homo. Челюсть тоже оказалась вполне человеческой. Эти находки могут говорить о том, что эволюция человека шла нелинейным путем. И самые ранние люди проживали на одной территории с поздними австралопитеками. Эта находка еще не до конца изучена и официально не описана. Но, возможно, ее исследователи сделали несколько открытий, дополняющих историю нашего появления. Несмотря на то, что по уровню развития австралопитеки находились на уровне развития современных шимпанзе или бонобо, для дальнейшего развития человечества это был настоящий эволюционный прорыв. Среди них проявились первые признаки будущей социальной структуры и способности человека к изобретению и использованию оружия и инструментов. Умение австралопитеков использовать примитивные орудия труда из дерева, кости и камня пока остается спорным. Но следующая ступень эволюции человека обладала этим умением в полной мере. Это был ранний представитель рода Homo, названный учеными человеком умелым. Именно с ним мы познакомимся поближе в следующей части нашего цикла. Создатели канала «Эпоха динозавров» выражают благодарность зрителям, которые досмотрели этот ролик до самого конца. Больше узнать о зарождении и развитии жизни на Земле, самых интересных живых существах из разных эпох, а также о сложных взаимоотношениях человека с природой можно из других роликов, размещенных на нашем канале.